Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В мире снижается интерес к доллару Соединенных Штатов Америки. Евро укрепляется, и это уже отражается на экономике Германии и Европы, формируя новые условия для нас с вами, а также экспорта и финансовых рынков. И это еще не все. В Германии почти половина домохозяйств переплачивает за электроэнергию из-за невыгодных тарифов. И канцлер Фридрих Мерц говорит о необходимости защитить потребителей, то есть нас с вами. А вот председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на уровне ЕС продвигает более единые правила энергетического рынка Европы. И напоследок, в Германии готовые салаты из супермаркетов дорожают быстрее других продуктов. Такая тенденция показывает, как рост затрат на обработку и логистику отражается на ценах для покупателей в Германии. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, экономические рынки в мире фиксируют снижение доверия к доллару США. И это сигнал, который может оказать влияние на экономику Германии и всей Европы. За 2025 год доллар значительно ослаб по отношению к другим главным валютам, и тенденция продолжается в начале 2026 года. В прошлом году американская валюта, напомню, потеряла почти 10% в корзине мировых валют, а с начала этого года продолжила падение примерно уже на 2,6%. А теперь внимание! Сегодня евро впервые с 2021 года укрепился выше отметки 1,2 доллара, и это отражает изменения в предпочтениях инвесторов на глобальных рынках. Такое снижение курса доллара происходит на фоне нескольких факторов. В Соединенных Штатах Америки сохраняется политическая неопределенность и вопросы по фискальной дисциплине, что, соответственно, и делает доллар менее привлекательным для инвесторов. Уже сейчас можно видеть, что некоторые инвесторы уходят в евро и другие валюты, а также в золото и другие активы-убежища. И мы с вами, конечно же, понимаем, что это ослабление доллара отражается и в настроениях немецких финансовых регуляторов. Федеральное управление по финансовому надзору отмечает вероятность того, что рынки могут переоценить роль доллара как основной резервной валюты мира. Но на самом деле для Германии, да и для стран еврозоны слабый доллар имеет двойной эффект. С одной стороны, это укрепление евро делает поездки в США и импорт товаров для нас с вами, конечно же, дешевле, что может снизить некоторые расходы как частных лиц, так и компаний. Но вот с другой стороны, европейским экспортерам становится сложнее конкурировать с американскими компаниями на мировых рынках из-за более дорогого евро. Именно это сегодня может оказывать влияние на внешнеторговый баланс и на производственные отрасли, которые ориентированы именно на экспорт в Соединенные Штаты Америки. Все вы также знаете, что исторически доллар был не только валютой США, но и главным безопасным, скажем так, активом для инвесторов во время кризисов. В периоды высокой неопределенности капиталы стекались в доллар и в государственные облигации Соединенных Штатов Америки как в безопасную гавань. Но сейчас часть инвесторов, по данным аналитиков, пересматривает оценку стабильности доллара как убежища из-за сочетания политических факторов, государственного долга и неопределенности в политике Федеральной резервной системы. Например, в последние месяцы вы видите, что в Германии и Европе растет интерес к золоту и другим активам, которые традиционно воспринимаются как защита во время падения доверия к валютам. Золото уже демонстрирует устойчивый рост и пиковые цены, а это говорит о том, что часть капитала уходит из долларовой сферы, скажем так, в безопасные компоненты финансовых портфелей. Таким образом, для обычных инвесторов и семей в Германии падение доллара может означать изменение стоимости импортных товаров, колебания на фондовых рынках и влияние на портфели тех из вас, кто держит активы в долларах. Следующая новость одна из самых важных для Германии. Почти половина жителей Германии платит за электричество больше возможного из-за использования невыгодных тарифов. И это сегодня становится заметной проблемой для все большего числа семей по их платежкам. По данным недавнего исследования, внимание, около 49% домохозяйств в Германии используют тарифы на электроэнергию, которые для них выгодны куда меньше, чем могли бы быть. Что я имею в виду? Люди часто останавливаются на стандартных или устаревших контрактах, в то время как на рынке все-таки есть более дешевые предложения, которые могли бы снизить счета за электричество на несколько сотен евро в год. Многие платят повышенные ставки, не меняя тариф или поставщика, просто потому что так привыкли. Так проще и не надо совершать никаких движений. Но причина не в одном факторе, а в сочетании нескольких. Во-первых, рынок электроэнергии в Германии довольно сложный, с множеством поставщиков и тарифов, условия которых меняются часто, то есть от сезонных скидок до новых планов с фиксированной и даже плавающей ставкой.
Во-вторых, государственные субсидии и программы поддержки не охватывают всех нуждающихся, а, например, часть льготных тарифов со временем просто прекращается. И, наконец, многие из нас с вами просто не следят за предложением на рынке, полагая, что дорого значит, возможно, надежно. Приведу простой пример. В Ганновере семья с 2 детьми несколько лет пользовалась стандартным тарифом своего поставщика, который включал фиксированную ставку и ряд обязательных платежей. В итоге ее ежемесячный счет за электричество оказался на 30-40% выше, чем у соседей за стенкой, которые регулярно сравнивали предложения разных компаний и переходят к более выгодным. Разница в годовом счете оказалась в сотни евро. Еще для пенсионеров в Баварии переплата тоже ощутима. Его фиксированный договор на электроэнергию был продлен автоматически, и он не заметил, как стоимость выросла. Когда родные помогли ему сменить тариф, его счет снизился на 150-200 евро в год. И можно предположить, что подобных примеров очень много, и они отражают общую ситуацию на рынке. С точки зрения государственной политики, эта тема также активно обсуждается. Канцлер Фридрих Мерц в ряде выступлений говорил о необходимости ужесточить регулирование энергетического рынка и защитить потребителей от необоснованных переплат. Он настаивает на том, что рынок должен быть прозрачен и понятен, чтобы люди, то есть мы с вами, могли выбирать тарифы без риска оказаться в ловушке. По его мнению, этот вопрос не только экономии семейных денег, но и социальной справедливости, особенно для семей с невысоким доходом. В то же время в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен и Европейская комиссия продвигают идею большей интеграции энергетических рынков ЕС и общие стандарты защиты потребителей. Еврокомиссия видит в разрозненности тарифов и разнице в правилах между странами одну из причин неэффективности расходов домохозяйств. Но такие усилия требуют времени и согласования, и пока механизмы реализуются медленно, многие платят больше, чем могли бы. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Готовые салаты из супермаркетов Германии дорожают быстрее, чем многие другие продукты питания. И это замечают покупатели по всей стране. На вид все как обычно. Пакеты с миксами, с салатами с курицей или с тунцом стоят на полках рядом с овощами и с хлебом. Но цены на них растут заметно быстрее, и причина здесь не только в инфляции. Мы с вами, как люди, которые умеют отлично готовить, понимаем, что основная часть себестоимости готовых салатов – это именно обработка, упаковка и логистика, а не просто сами ингредиенты. Листья салата, зелень, овощи, курица, соусы – все это требует не только закупки, но и нарезки, смешивания, готовки, охлаждения и быстрой доставки в магазины. На каждом этапе есть собственные расходы, например, холодильное оборудование, труд, упаковка, транспорт. Когда растут цены на энергию, зарплаты и логистику, эти затраты, соответственно, отражаются сильнее, чем на обычные продукты, которые долго хранятся и не требуют ежедневной обработки. Не раз замечал, что в магазине покупатель нередко удивляется, когда видит, что килограмм готового салата может стоить 2, 3 и даже в 4 раза дороже, чем те же ингредиенты по отдельности. Приведу простой пример. Пачка листьев салата и помидор стоит суммарно, скажем, 5-6 евро, а готовый салат с соусом и курицей весом чуть больше той же пачки обходится уже в 10-12 евро. Это не только наценка супермаркета, а совокупность затрат на человеческий труд, охлаждение, упаковку и сокращенный срок годности. История с ростом цен на готовые салаты началась еще до нынешних скачков цен на энергию. Еще в 2020-2021 годах, когда пандемия нарушила логистику и рынок труда, многие предприятия перешли на аутсорсинг обработки и упаковки, чтобы сэкономить на собственных мощностях. Сейчас эти сторонние подрядчики требуют больше за свои услуги, потому что сами платят больше зарплату и аренду. Это особенно заметно сказывается на готовых салатах, потому что у них короткий срок годности и практически отсутствует возможность длительного хранения. Приведу вам сравнение. Хлеб или крупы могут храниться дни и недели на складах, а микс салатных листьев буквально считанные часы. Если поставка задерживается, товар теряет ценность. Поэтому супермаркеты вынуждены часто обновлять ассортимент, а это дополнительные расходы на логистику и рабочую силу, которые тоже идут в цену. Но я думаю, что многие из вас, наверное, все же задаются вопросом, стоит ли покупать готовый салат за 10, 12 или даже 15 евро, если купить те же ингредиенты и сделать такой же салат дома можно за 5-6 евро. И многие семейные бюджеты это уже учитывают, потому что готовые смеси для них становятся менее частым выбором, чем раньше. Данные розничных сетей сегодня показывают, что готовые блюда, салаты, миксы растут в цене выше среднего по корзине продуктов.
А вот канцлер Фридрих Мерц использует такую ситуацию как пример того, что рынок труда и регулирование затрат труда становятся ключевым фактором для потребителей, то есть для нас с вами. На этом пока все. Спасибо за просмотр.